Как лучше скрыть саморез? Чем лучше скрыть саморез в дереве? Этот вопрос возник у меня очередной раз при изготовлении письменного стола из дерева. И в этом коротком видео я хотел бы поделиться с вами выбранным мной способом и показать на примерах. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Для решения этой задачи я уже давно пользуюсь вот таким набором. Он состоит из сверла с зенкером, в котором готовится место для самореза с деревянной пробкой, и пробочника, необходимого для изготовления заглушек. Бытует мнение, что этим набором можно пользоваться только при наличии сверлильного станка, или стойки для дрели. Но это не так, и есть способ использовать его даже при отсутствии ионов. Вот как выглядит классический процесс подготовки деревянных пробок, они же заглушки, на сверлильном станке. Здесь для примера взяты два бруска, лиственница и сосна. А теперь способ без станка. Для последующего сравнения я маркером помечу только что сделанные на станке пробки. Очевидно, что просто вставленным в шуруповерт пробочником вряд ли что-то получится сделать. Пробочник не позиционируется относительно заготовки. Но если взять любой подходящий по толщине брусок, пировое сверло на 16 мм по диаметру пробочника и просверлить в бруске отверстие, пусть даже несколько криво, как у меня, то мы получим кондуктор. И с помощью него можно очень даже просто сделать необходимую нам пробку-заглушку. Правда, иногда можно переусердствовать, и тогда пробка может оказаться в пробочнике, и ее придется оттуда выковыривать. Но если приноровиться, да еще и применить пылесос, чтобы своевременно отводить стружку, то все получается совсем неплохо. И на лиственнице, и на сосне. Отделить вырезанные пробки можно просто путем вламывания отвертки, а можно более художественно, киношно, на ленточной пиле. Это уже по вкусу, но результат получается абсолютно одинаковый. Мы имеем аккуратные пробки-заглушки, в которых волокна древесины направлены не вдоль ствола, как в шкантах, а поперек. И именно в этом принципиальное отличие от шкантов. Отверстие под саморез нужно подготовить входящим в комплект сверлом с зенкером, где диаметр зенкера равен диаметру только что сделанных пробок заглушек. Саморезы вкручивать я не буду, для демонстрации совсем не нужно. Теперь, сопоставив направление волокон пробки с направлением волокон в заготовке, просто забиваем ее, даже не применяя клей. Я в заготовке лестницы забиваю одну пробку, сделанную с помощью кондуктора, вторую, сделанную на сверлильном станке, и третью пробку из сосны. Точно так же и в заготовку из сосны, пробку из-под станка, пробку из-под кондуктора и пробку из лиственницы.
Применив стамеску или рубанок, сбиваем все лишнее. И вот так это выглядит. Две пробки из того же материала, что и брусок, третья заглушка из более светлого. И на сосновом бруске то же самое. Заглушки здесь тоже вперемешку. Покрытие маслом, естественно, выделяет не только структуру древесины, но и, конечно же, выделяет переход между заготовкой и заглушкой. Здесь стоит отметить, что при установке заглушек пока не использовался клей. Если использовать клей на водной основе, ПВА, например, то древесина заглушки чуть разбухает от влаги, и граница между ней и заготовкой становится еще тоньше. Но все равно эта граница видна, так как при забивании проб кромка отверстия неизбежно хоть чуть-чуть сминается. И даже при последующем намокании при склейке это уже не восстанавливается. Но на твердых породах дерева этот эффект менее заметен. Вот пример на бруске из дуба. Здесь показан вот такой набор от DeWalt. В него входит два сверла Зенкера, один на отверстие 9,5 мм, то есть 3/8 дюйма, и на 12,7 мм, то есть на полдюйма, и два пробочника под эти размеры. Ссылка на этот набор будет в описании к видео. Купив его несколько лет назад, я уже не заморачиваюсь про выбор способа скрытия шляпок саморезов, и вот примеры его применения. Тема скрытия саморезов совсем не новая. Распространены несколько способов, но моего внимания заслужили, пожалуй, только два. Один я уже показал. Второй связан с подрезанием стамеской верхнего тонкого слоя древесины, вкручиванием под него самореза и последующего закрытия шляпки самореза с срезанными волокнами древесины. Наверняка вы его видели. Способ красивый, но только для того, чтобы показать в видео. На практике лично у меня нормально получалось только в каждом третьем случае. Или заготовка попадется свелевато и ровного тонкого надреза не сделать, или саморез расположен в таком месте, что со струбциной для сжатия не подлезешь. И в результате итоговый вид был еще хуже, чем если бы просто саморез остался неприкрытым. Все, что я хотел рассказать в этом видео, я рассказал. Надеюсь, вам эта информация пригодится. А я с вами прощаюсь до следующей встречи. Всего хорошего.